Да, мы закончили на том, что вы рассказывали про самого сильного американского спортсмена, который в собственном весе 100 килограмм поднимал сколько? 142, 145 и толкал 167, 170. Это был самый сильный американский спортсмен. В этом олимпийском центре. Но девочка чуть-чуть лучше. Шерил Кроу? Девочка. Не, она уже окончила. В 63 килограмма она рвала 100 килограммов и толкала 107, 109, 110. Кстати, я забыл спросить, в каком году вы начали работать в Америке? Я начал после 2 лет, это был 2010? 2010. То есть вы сейчас работаете, в принципе, 3 года полноценно? Да. 3 года, да? 3 года. Вот вы окунулись в американскую тяжелую атлетику, вы поднимали в свое время с американскими спортсменами, правильно? Вы Да. еще застали все эти таких сильных ребят. На ваш взгляд, почему так сильно упала тяжелая атлетика именно в Америке? Потому что Советский Союз, он был в лидирующих позициях, Союз развалился, но Россия осталась в лидирующих позициях. Почему Америка полностью потеряла тяжелую атлетику? С чем это связано, на ваш взгляд? По-моему, что первое, штанга не нашла, как не есть спортом, который есть в американском системе школьництва. То есть он не входит в университете, как сказать? Да. В университетах ее не преподают? Нет. Например, запасы, борьба. Борьба да. Есть. Поэтому, видишь, борьба развивается. Отлично. Они завоевали на остальных играх 3 медали. Золотых? Да. Серьезно? Да. Отлично. Борьба, американская борьба одна из сильнейших в мире. То есть проблема в том, что не идут в штангу? На соревнования по борьбе приходит 10 тысяч зрителей. Это неуверенно. 10 тысяч зрителей, они платят за Серьезно? билеты. За билеты? Да, это как отличный спектакль. Польша, как и Россия, может этому только позавидовать. Конечно. Но вот скажите, вот смотрите, Америка, она является, в принципе, таким основным локомотивом рекламы. То есть лучше Америки никто рекламу не делает. Почему американцы не смогли со своими мозгами, своим образованием и умением подать что-то, продать, они не смогли раскрутить тяжелую атлетику? Ведь если создать вокруг штанги определенные, так сказать, ауру условно, популярности и привлекательности, то люди пойдут. Пойдут, но для этого нужно медали. То есть нету, так сказать, героев, на которых хотели... Все, которые люди хотят посмотреть. Но пока этих героев... Дети идут становиться такими же, как их герои. Да. Зачем? Почему их нет теперь? Потому что самых хороших, талантливых принимает много видов спорта, профессиональных. Словом профессионально вы имеете в виду высокооплачиваемых? Да. Высокооплачиваемых? Да. Там все идут. Что, где нет денег? Там хорошие деньги, сразу, все. По штанге ничего. В Америке, если ты желаешь поехать на первенство мира, тебе нужно покупить билет. Это если ты уже в сборной? Там нет такого, серьезно? Как сборная. Нет. Тебе нужно покупить билет, оплатить гостиницу. За свой счет? И кушать. Все за свой счет. Это самый трудный вариант поднимать уровень этого спорта. У нас очень многие тренера жалуются на то, что им не дают деньги на поездку на чемпионат России среди юношей там, до 16 лет, до 15, до 18 лет. Это, видимо, еще не такая проблема. В Америке не дают деньги на то, чтобы поехать на взрослый чемпионат мира. Да. Там очень сложный процесс. Это удивительно. Денег пока нет. Есть какие-то планы, как взять деньги? Есть. Теперь в 2015 году будут
Америка будет организовать... Хьюстон, чемпионат мира. Да. Поэтому теперь немножко пришло фирм, которые хотят помогать. Вот, так вы представляете, вот если в этом контексте говорить, как хорошо то, что мы сейчас делаем. Мы сейчас в Америку приехали, Да. тряханули ее, еще за этот 2014 год ее еще тряханем, да, привлекательность Да, какую-то создадим, и потом чемпионат мира. Да, и они теперь будет очень много способов познать русские способы тренировки, вас познать, познакомить все, что нужно по А можно сказать, что для американцев то, что у них нет своих героев, они пытаются найти их в других странах. Можно сказать, Да. что мы во многом российские, какие-то из ребят являются для них примером для подражания героям. Можно так сказать? Конечно, все снимки в наших залах, это большинство вас. В моих Да. снимках больше Но, всего? да, твоя фамилия, все там, все знакомо. В Америке все молодые люди смотрят через интернет, все. Они знают все. Это хорошо. Если я это вижу, это самый хороший шаг. Вот это как раз таки то, что придает мне сил вот в этой работе. Вот сейчас поздно, мы сидим, у нас с вами 12 час ночи, но мы и это тоже делаем именно для популяризации. Поэтому это наша работа, и это как благодарность за то, что они это ценят, хочется делать еще больше. Вы знакомы с таким видом спорта, как кроссфит? Конечно. Вопрос у меня в следующем. Вы недавно вернулись с Open America, правильно? Да. Была Open America, и впервые у вас обычно на Open America участвует 150-160 человек. В этом году был самый большой чемпионат, Да. где принимал участие 460. Вы согласны с тем, что такой скачок этому дал кроссфит? Да. На 90%, на 100% или на 50%? Я согласен на 100%, потому что много этих штангистов Из это кроссфита с пришло. кроссфита пришло. Это вам говорит олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Смаджет Зигмунд. Да. Кроссфит сделал популярным тяжелую атлетику в Америке. Что я сейчас пытаюсь сделать в России, потому что многие не понимают, почему я так пиарю такими, Да, современными словами кроссфит. Поэтому я надеюсь, что мы повторим эту ту же самую историю. Тоже я был на первенствах мира в Польше, и много друзей с Польски спрашивало, что сделать, кроссфит, это что? Можно идти в кроссфит? Я советовал, да, это отлично, отлично для всех. Конечно, да и нам функционалка. Не надо делать то, что делают они, эти максимальные, но элементы общей физической подготовки. Абсолютно хороший наш штанг. Вот вы известный спортсмен, знаете, что кроссфит уже в Америке популяризирует, так сказать, делает популярной и узнаваемой тяжелую атлетику. Еще ваш личный рецепт, как сделать тяжелую атлетику популярным в Америке, в России, в Польше, в других странах. Ваш личный рецепт. Я пошел в социальные сети, полностью туда погрузился и даю информацию по возможности, как у меня получается, уж извините, если где-то что-то я не так делаю, но я стараюсь, и я понимаю, что современная молодежь, она вся живет интернетом. Поэтому хочется давать информацию через интернет, давать ее как можно больше, и это вот такой способ. Это один способ. Мы пошли к молодежи, таким как мы, их путем играем на их территории. Конечно. Вот у вас есть какой-то еще рецепт, который, может быть, я не додумался, может, вы мне толкнете, и я завтра начну это делать? Но нужно сравнить нашу поднимание штанги с другими. Например, плавание, легкоатлетика, другие виды спорта. Если у них за первенство мира можно получить 70 тысяч долларов, Абсолютно. зачем Я вас услышал. мне в подниманию тяжести только 7 долларов? Я абсолютно понял, о чем вы долларов. сказали. Все правильно. Это одна из путей
чтобы штангу поднять. Да, все правильно. То есть, если существует два родителя, у них есть ребенок, они желают своему ребенку не только здоровья, но и благосостояния. И если они знают, что придя в штангу, он потратит свое здоровье и не заработает себе, так сказать, пенсию, смысла нет. Поэтому его отдают До других видов спорта. да, в хоккей, футбол, футбол, большой американский. Все правильно. Мы, значит, Борьбу, другие виды мы с вами говорим на одном языке. Да. Многие деньги, хорошие деньги. Еще вопросик. У нас в России, думаю, что в Польше тоже, пауэрлифтинг по популярности одинаков с тяжелой атлетикой. Но у нас в Польше пауэрлифтинг Чуть-чуть есть. выше. Конечно. Хорошо, у нас может быть тоже чуть-чуть. Кудзановский, это Мариуш известный в Кудзановский. мире больше, чем никто с Да, польских я понял. штангистов. Но это все равно примерно не так Да, важно. можно так сказать. Если сравнивать с Америкой. В Америке пауэрлифтинг это все. Да. Правильно? Да. Почему? Если пауэрлифтинг, Поэтому- пауэрлифтинг это тоже работа с весом. Это, то есть, вот, например, мой канал, я уверен, смотрят не только штангисты, но и бодибилдеры, и пауэрлифтеры. Значит, нам, вот мне очень интересно, как человек в пауэрлифтинге делает тягу, например, 400. Да. Почему? Почему? В первом они не Почему, знают почему в Америке популярен пауэрлифтинг? Очень популярен. И абсолютно не популярен ничего. тяжелая атлетика. Почему? Поэтому, что в первом пауэрлифтинг нашел, есть в телевизии. Это самое хорошее место. Всё правильно. Показывать. Но показывать это деньги, это спонсоры. Да, это все. То есть получается ответ на это, что в пауэрлифтинге есть деньги, а в штанге нет денег. И не будет, пока не будет штанги в телевизии. Короче, все вот между собой связано и замкнутый круг такой, да? Да, конечно. Очень интересно. Да, напомню еще, что очень уже поздно, мы устали. Спасибо большое, что ответили на такие интересные вопросы. Я думаю, что это людям понравится. Напомню вам, уважаемые зрители, что мы разговаривали с олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, представителем Польши, нынче представителем уже Америки, с Мальджерсом Зигмунтом. Спасибо, Мальджер. Спасибо. Да, удачи вам и главное здоровья, и богатырского здоровья американцам, полякам. И думаю, что вы тоже что-нибудь пожелаете нашим российским Да, болельщикам. тоже тебя олимпийского золота. Спасибо. Я буду стараться. Спасибо большое.